Если мы... Все, теперь я знаю кунг-фу? Если ты сейчас меня убьешь, моя жена не поедет в отпуск, и она знает... Народ, привет! Меня зовут Максим Юн, это Владимир Елин, Геннадий Рязанов. И мы сегодня говорим про ушу, про традиционные боевые искусства Китая. Ребят, быстренько отрекомендуйтесь для наших зрителей, кто вы, какой у вас опыт. Меня зовут Владимир Елин, я являюсь инструктором центра УВЭЙ. Находится наш центр в городе Ростов-на-Дону. Соответственно, я занимаюсь ушу уже, считай, с рождения, уже больше 20 лет. И занимаюсь, в частности, развитием такого явления, как китайское фехтование. ХАМА, исторические азиатские боевые искусства, совместно с Геннадием Рязановым. Меня зовут Геннадий Рязанов, я являюсь представителем школы Шаолинь Чань. Это наша команда находится в Санкт-Петербурге. Изначально наше основное направление было шаолиньский кулак, потом мы стали, скажем так, назвали лабораторией боевых искусств, стали экспериментировать с разными направлениями и в какой-то момент времени перешли в исторический контекст, стали развивать китайские фехтования, чтобы выйти за рамки Таолу и прочего. И вот как раз с рядом единомышленников, в том числе с Владимиром, объединились и стали вот это развивать направление. Правильно. Я думаю, что Диман Кунченко бы тоже был. Так, уже зарезал. Спасибо. Ой, заруба в стиле кунг-фу. Перчатку. Итак, оговорюсь сразу. Я не могу говорить в плане методики обучения, в плане каких-то там приемов, секретов, не могу говорить за все традиционное ушу, за все исторические периоды, потому что это, во-первых, объять необъятное, как и в формате видео, так и в формате моей жизни, потому что личная жизнь у меня есть. Вот. И говорить я могу только от лица своей школы, от школы, которую я представляю. То есть в конкретном случае копье я зацепил от школы, представляем от Удана, представляемого Ван Шиляном, от даосской школы ушу, представляемого мастером Ван Шиляном в Китае и мастером Усюем в городе Москва. Мы с ними давно уже не общаемся, но поскольку мы какой-то период времени его зацепили, большая часть того, что я знаю про копье, пришла мне вот с этого источника. Вот. И, собственно, была развита до того, что я умею. Так, начнем. Первое, с чего начать, потому что копье требует достаточно... Во-первых, копье требует двух развитых укрепленных частей тела. Это предплечья, руки и спина. Ноги, они требуются везде. Вот. И начинается все, особенно для людей, которые не особо привыкли к сельскохозяйственным инструментам, берем перед собой, выставляем руки максимально близко, если тяжело, то можно максимально дальше. Ноги пока не обращаем внимания. То есть я даю на своих тренировках то, что мы стоим мабу, то есть стойка лошади там максимально низко или это повыше, если не позволяет. И начинаем вкручивать. Задняя рука вкручивает внутрь и обратно. Раз потом 10, 20, 3. Стараемся при этом... А у тебя задняя рука левая? Тут не принципиально, их можно менять, потому что в данном случае движение похоже на то, как мы выжимаем тряпку. Взяли, выжали, опустили, выжали вниз. Интересно. Вот. Следующий этап освоения этого упражнения — это когда мы смотрим на наконечник копья, выставляем на фоне какой-то определенной точки стены и вкручиваем, стараемся это копье на этой точке удерживать, наконечник. Паш, я в тебя целюсь. А он заслужил, наверное, если ты так думаешь. 2. Чувствуешь угрозу? 3. Да. Вот. Максим парень крепкий,
это замечательно, потому что ко мне ходят разные ребята и девчата. Мне тяжело. Да, и вполне. Ты еще не пробовал с длинным оригинальным, потому что это тонко. Следующая фаза этого упражнения, мы включаем уже ноги. И стоим уже не фронтально. Становимся, да, в одностороннюю стойку. Я приучил себя, меня учили, начиная с правой ноги, правой руки впереди. Вот, в принципе, копейщик должен стоять с двух сторон. Держим перед собой, спина ровно развернута. Вот, задняя ступня смотрит в бок, передняя смотрит вперед. Это базовая, она, просто как знакомая вам вещь, поэтому я знакомый вам вещь. Практически фехтовальная стойка, только чуть-чуть. Да, это не боевая стойка, это то, что я использую в формате своих тренировок, обучения. Вот, и я начинаю вкручивать поясницу и вкручивать две руки. Раз, возвращаю обратно. Пум, пум. У тебя задняя нога распрямляется У полностью? меня задняя нога распрямляется и поясница доворачивается. То есть если я прижму копье к двум крыльям таза, то на уколе он разворачивается перпендикулярно моим пяткам. И в этом сокрыт немалый фокус. Меня видно отсюда, да? То есть, Максим, если поставишь копье вот так вот вертикально, чтобы оно было наглядно, перед собой. Ага. Если я колю, меня видно, да, еще? Произвожу укол двумя руками, просто я достаю на одну дистанцию. Как только я свожу руки, я достаю дальше. Как только я оседаю на переднюю ногу, в классическом фехтовальном выпаде, я достаю еще дальше. Я достаю едва-едва до его копья, нога у меня не выходит за носок, колено, и при этом я доворачиваю поясницу. Я достаю еще дальше. Да, и ты держишь... Я выигрываю эту дистанцию. Я держу за самый край, передняя рука у меня поддерживает копье. Вот. И именно в навыке вкладывать в укол поясницу, который закладывается через вот это упражнение, состояла одна из базовых механик укола. То есть уколоть мы можем и так, уколоть мы можем и так. Это связано, во-первых, с дистанцией, как я продемонстрировал. Во-вторых, потому что китайские бойцы, и те, с кем они сражались, не всегда имели доспехи. И правильно скоординировав усилия от рук, от поясницы, мы вкладываем. То есть по факту я вывел руку и дальше толкаю уже поясницей. Слушай, это сейчас выглядит максимально традиционно ушуинно. Ну да. Я не знаю, как это еще сказать, потому что ничего, такой механики удара, ладно, да, по чесноку, я-то не копейщик, я не алибардист, но я вижу, что ребята делают. И даже оставим за скобками, что в ВСБ запрещены уколы. Все равно я знаю, как люди практикуются. И такого укола я не видел в европейских традициях. Поправь меня, если я не прав. Ты прав. Но тут сложился такой интересный нюанс. Европейская традиция, а в частности копейная традиция, зачастую сохранилась либо в формате штыкового боя, да, где так ты особо нет у тебя смысла вкладывать поясницу в удар, и нет смысла колоть так далеко, потому что винтовка со штыком сильно короче, и батманы ей делать проще. Вот. И эта вся история, она надежная, и тут там присутствуют всякие такие вещи и такие. Вот. А больше нигде она в живом виде не сохранилась. То есть сохранилась в формате трактатов, в картинах с подписями. Фиоре де Либерия, у которого часть произведена копьем, и мои коллеги из Ростова-на-Дону занимаются по этому трактату. Ганс Тальхофер, Ганс же он, насколько я помню. Ханс, да. Ганс, немцев этих разберешь, поди. Всякие, не вспомню, Мейер, по-моему, баловался длинным шестом и так далее. Вопрос в том, что в Китае тоже сохранились трактаты. И если посчитать копейные трактаты, то их сохранялось, наверное, даже больше. Особенно в виде каких-нибудь переизданий. Больше, и так чем далее. в Европе. Да, авторов больше. Там тот же Мао Юани, который написал трактат о мече, но который на самом деле фехтует на шестах. Это Ли Цзиньлин, который выделил копье семьи Ян, вычленил отдельно 24 позиции. Это Чен Джундоу, да простят меня китайцы за мое произношение, который написал свой трактат. И это Ушу, который собрал. Это энциклопедия Шоу Билу, который... в общем, трактатов масса. Перевести на английский они частично переведены.
С английского на русский перевести их несложно. Вопрос в том, что это картинка и подпись. Вот. Я такой смелый, сильный, делаю так-то, так-то в такой-то случай. Или там из позиции там, лютни я могу перейти там, в летающую метлу или обрушить пи. Вот это вот все. Вопрос в том, что это не больше, чем в европейских трактатах. Но в отличие от Европы сохранилось то, что в историографии, в источниковедении называют этнографическим источником. Это вот если мы... это люди, которые занимались, вот папа сказал, я занимаюсь. Ты имеешь в виду, что эта традиция в целом как бы существует и до наших дней, просто она передавалась из поколения в поколение? До наших дней она еле-еле существует. Вот, в начале 19 века, там, даже в конце 20-го, она существовала лучше, чем сейчас. Но, тем не менее, вот есть люди, которые ее переняли, в том числе и в нашей стране, в том или ином объеме. И она существует, и ясна методология обучения. То есть нельзя с полной достоверностью утверждать, что именно так учили тогда, когда написаны эти трактаты, вот, но хотя бы понятно, как учить. В случае же с европейским копьем многие вынуждены придумывать, как научить человеку вот этим самым приемам. То есть какая-то худо-бедно сохранившаяся реальная живая традиция. Методика обучения. Методика. Вот. И частью этой методики является постановка укола. Вот эта вот вся история, я ее там частично передрал, частично и так далее. Укол, соответственно, происходит уже непосредственно из среднего положения, как пишет Цзюгуан, как пишет Чинджидоу. Нет положения лучше среднего. Вот. Задняя рука у нас находится над задним коленом. Копье прижато к животу. Рука передняя перед собой. Вот. С коротким копьем, казалось бы, мы подставляем переднюю руку под атаки, что не совсем является верным, поскольку эта подстановка является таким вызовом на атаку, больше, нежели то, что мы оставляем открытым. Особенно, если мы умеем защищаться. Вот. И не особо ясна с коротким копьем. Но если мы возьмем длинное, то с ним, чтобы до меня добраться кому-то, до моей передней руки, нужно пробежать еще какое-то количество шагов. Особенно с копьем коротким, давайте отбалансим наши шансы. Вот. Как будто это реально балансит наши шансы, да? Да. А можно шаг назад, чтобы не упиралась камера? Вот. Соответственно, вот на дальней дистанции, когда мы особо не взаимодействуем, и от дистанции, когда я там достаю с места или с шагом, вот у нас огромная, просто метр дистанции той, где мы можем взаимодействовать древком. Вот, по-всякому. В формате фехтования. Именно поэтому, это является одной из объективных причин. Почему? Потому что из этого положения мы берем 4 основные защиты, да? Вот. 4 основных вектора защиты. Не метода, а вектора, это важно. Вот. И сейчас мы немножко о них коснемся. Вообще все традиционное копье, вся традиционная методика обучения крутится вокруг одного упражнения. И оно настолько общепринято, распространено везде, стараниями реформистов или стараниями цинской армии, минской армии и так далее, что вот просто в любом направлении ты его найдешь в том или ином варианте. Выглядит оно следующим образом. Становимся в среднее положение. Это упражнение для изучения защит. Для изучения копья, в принципе. Копья, в принципе. Да, хорошо. то есть если ты умеешь делать, называется оно лань-наджа, если ты умеешь делать лань-наджа и умеешь его делать хорошо, то ты умеешь уже фехтовать копьем. Как переводится? Ты можешь, лань это преграждать, на это накрывать, прилипать, жа это укол непосредственно. Есть там ци, есть жа, многие их трактуют их по-разному, но не будем углубляться в термин. Упражнение выглядит следующим образом. Мы первым движением поднимаем заднюю руку, это лань. Да? Поднимаем заднюю... Ошибка новичка типичная. Мы поднимаем заднюю руку, чтобы тебе было видно. Передняя у нас при этом не двигается. Мы управляем копьем задней рукой. И в результате копье у меня оказывается вот с этой стороны моего силуэта. Покажу это зрителям. Да? Пум. Передняя, она практически в той же точке остается. То есть я не подкручиваю. Раз, два. Обратно это на. Вот так? Да. Лань, на и жа. Это я сейчас объясню. То есть, если мы... Все, теперь я знаю кунг-фу? Сделай, покажи. Я все понял, смотри. Вот так, и вот так. Вот. Мало, как говорится, мало знать, нужно уметь.
Реально, извините, просто этот мем, просто я знаю кунг-фу. Теперь я знаю, да. Это шутки шутками, но многие, вот особенно 90-е, 80-е годы, вот когда белые их задалбливали, они же не понимали, зачем это, в принципе, мертвое на тот период искусство. Потому что исторически боевые искусства — это, ну, по факту ремесло. Ремесло узкой прослойки населения, которое в 20 веке потеряло свою нишу. Я это сейчас объясню, не переживай, Геннадий. Оно потеряло свою нишу. И когда приходили, типа, научите нас, вот мы посмотрели фильм, ну, зачем? А когда особо сильно добавлялись, давали им 2 движения, сказали, ты все знаешь. Держи бирку, учи белых за границей. Были такие ребята. В общем, возвращаемся к нашему упражнению, да, то, что мы поняли. Вот. Когда мы механику рук мы немножко освоили. Вот. Так? Да, 1, 2, укол, 3. Давай поделаем чуть-чуть. Укол, пум, на месте сначала. Перемещения начнутся уже в следующем этапе. Так, 1, 2, 2, 3. 3. Соответственно, мы начинаем включать ноги и корпус. Вот обычно в нашей школе принята методика, что мы на лань переносим вес на заднюю ногу, на вес посередине, на жа вес в передней ноге. Пум, пум, пум. А насколько точно вот ты так можешь уколоть, вот, держа руки? Мы тренируемся, вот, собственно, как написано в трактатах, то, что немного описано в трактатах и передано в живой традиции, это вот подвешенный груз. Вешается мячик, там полулитровая бутылка у нас в зале висит, и мы тренируемся по ней. Мы бьем, она болтается, мы снова по ней бьем. Они висят на разных уровнях. Ну, то есть, в принципе, так можно Фокус. точно. Фокус. Давай возьмем, немножко поэкспериментируем. Подержи за лезвие. Вот рукоятка этого копья, подставь мне ее перед собой. Класс. И так далее. Вот. То есть так можно достаточно точно уколоть в достаточной степени, чтобы кого-то... В тело уж точно попадешь, и в голову. Да. Ну, в голову точно попадешь. Мимо глаза не промажешь. Вот. Это вес на Тут, заднюю. момент такой, что вот по поводу точности, благодаря как раз тому, что у нас первая рука является именно ориентиром, то есть мы не 2 руками колем, что снижает, да-да, тут что-то как похоже на бильярд. Ты руку направляешь в цель, и, соответственно, по этой метке, как из лука, засылаешь уже стрелу. А когда ты 2 руками колешь, у тебя как раз шанс промахнуться больше. Да. Хорошо. Вот. И, соответственно, переходим немножко, покажу тебе простой фокус, который позволит мне объяснить лучше. Становись напротив меня, стойку, там неважно, копье на уровне лица, и твоя задача вывести мой наконечник за сектор, за мой силуэт. Выводи, не стесняйся. Не стесняюсь. Вот. Почему у тебя, в данном случае не получилось? Дело все не в том, что я там сильнее. Ребят, я с трудом жму 60 от груди, когда последний раз жал пару лет назад. Так. Вот. Хорошая новость. Да. Дело И то не я не занимаюсь в зале. Вопрос в том, как у нас устроена механика, конструкция. Передняя рука у меня прямая, плечо чуть провалено внутрь, живот, спина, живот округлый. Живот я поджал, спину раскрыл. Это отдельная тема, касающаяся дзэбэнгунг, базовой корневой работы, то есть как мы выстраиваем наше тело, готовим его непосредственно к бою и так далее, особенно если мы профессиональный военный и боец. Так. Но в целом наша задача не сдвинуть руками. Наша задача через руку передать усилие от живота поясницы. То есть выпрямим переднюю руку, чуть-чуть накрой копье сверху ладошкой. Да. Да, абсолютно верно. Давай. Да. Ну прям копье видел, как гнется? Да. Оно гибкое, упругое, собственно, в том числе для этого. Но я не буду затрагивать. Давай другую по приколу. Для понимания. На мою рабочую руку. Есть липкие руки, есть липкий меч, а это липкие копья.
Смотри, стань в стойку, я тебя чуть-чуть поправлю. Чуть-чуть провали плечо внутрь, а руку выпрями. Наоборот. А, вот так? Да. Вот. Чуть-чуть живот под себя. Да. И, соответственно, толкай не руками, толкай за счет того, что ты выворачиваешь поясницей корпус. Да. У тебя спина и живот, и ноги априори сильнее, чем твои руки. Конечно, да. Становую мы тянем больше, чем на бицепс. Вы, когда друг друга наваливаетесь, вот если бы противник убрал копье, ты бы упал. Да. То есть ты лежишь как бы. Тут еще нужно соединять верхнюю часть структурой через ноги, то, что называется ноги-корни. И укоренившись, ты должен опираться еще и на стопы. И тогда у тебя пропадет вот это заваливание верхней части. Как бы на коня садись верхом. Да. Ты все равно чуть заваливаешься туда. Хорошо. Да. Вот. Вниз. Копчик уходит вниз. Но это отдельная часть того, что надо за... Аудитория у нас взрослая или не особо? Да, взрослый. То, что надо запачивать. А теперь ты мне. Видишь, стопы отворяют, Ну, надо начинаешь чувствовать, отваливаться. конечно, да. Это вот, Вот. это отдельный навык, который формируется дополнительно. Рядом стоят копья более короткие. И короткие копья тоже присутствовали в Китае, так называемый хуатсянь. Такие больше условно гражданская сфера применения, то есть гражданская в смысле охранники караванов, которые использовались. Это отряды деревенской милиции, там монастырские войска, которых там сегодня нам поведал один наш товарищ, затрагивал свои лекции. На нашем фестивале сегодня. Сегодня у нас проходил фестиваль исторических азиатских боевых искусств, и, в общем-то, считаем его важной вехой в развитии. В следующем году в Санкт-Петербурге повторим. Следите за В ссылкой. следующий раз просто лично мне скажите об этом заранее, я там у себя в телеграм-канале об этом расскажу. Спасибо огромное. То, что есть телеграм-канал, вот я вот вам сейчас напомнил. Да. Подпишитесь. И помимо того, что эти копья, ну, собственно, соответствуют более-менее исторической действительности, соответствуют действительности современной, ну, современной в промежутке там 200 лет истории Китая. Конкретно эти копья, два, я их привез из Ростова-на-Дону, они оптимизированы под участие, ну, под допуски в турнире, который ежегодно проходит, это «Цветок битвы». Я его называю, считаю, мои единомышленники, флагманским турниром копейным по хема, в котором я несколько лет, как представитель китайских боевых искусств, участвую. Максим задал вопрос по древкам. Древко из так называемого белого ясеня, по-английски waxwood. Это дерево, собственно, родом из Китая. Из него начали делать деревья там, относительно недавно, всего 1500 лет назад. По китайским меркам-то, господи. Да, всего ничего. Оно обладает обладает достаточными характеристиками прочности и упругости. То есть, если мы обратим внимание, несмотря на свою достаточно уверенную толщину, оно гнется и не ломается. Это обусловлено сортом дерева и тем, что это цельный ствол, то есть не выпилено, обработанный специальным образом. Ну, их выращивают, отпаривают, выпрямляют, в оливковом масле замачивают, кипятят это, тунговом, уже заговариваюсь немножко. Местное растение, которое добывают масло. Ну, такая, кстати, приятная на ощупь палка. Очень даже. То есть в течение недели его по технологии обязаны вымачивать, а то и 2-3. Соответственно, умение формировать вот эту структуру в моменте, когда мы отбиваем, когда мы берем соединение, оно является постулирующим. То есть этот навык мы должны формировать. Когда мы делаем защиту, мы должны его сбить. Когда мы делаем отбив, мы формируем эту конструкцию и туда. Да. Итак, остается лайн. Вот, и здесь эта конструкция на самом деле тоже формируется. То есть мы выпрямляем руку, про жесткость можно поотрабатывать. Раз. Это не жесткость, как жесткость дерева. Это есть китайское понятие фансун, там в копье, в боевых искусствах. И ближайшая его аналогия, собственно, одна из первых цитат, которая с ним появилась, это копье вот, грушевого цвета за авторством Чин Джундоу. Это железный прут, обернутый в вату. То есть тело расслабленное, внутри у него железный прут такой. И это очень сложно понять со слов. То есть должен быть человек, который тебя научит и покажет, скажет, вот это то, а это ты неправильно делаешь. Бум, раз, сформировали каркас, 2 и 3. Укол. Вот это базовое упражнение, 1, 2, 3, оно нарабатывается. Просто неделю проводить. Да, собственно, если ты не делаешь его 500 раз в день, то ты не копейщик. Ты, смотри, сводишь немножко руки, и такая история тоже есть. Ага. Вот, но она привязана как раз к короткому копью, более легкому копью.
если крепче у тебя руки, тем уже они позволяют этот хват держать и держать на более дальней дистанции тебя. То есть вот так вот и вот так вот. Но вопрос в том, что мы осваиваем базу, и база советует держать пошире. То есть в районе так, чтобы задняя рука наша была над коленом. Раз. Да. 2. И опусти. 3. Ты немножко разделяешь потому что это одно движение. Я понял. Вот, Раз. Геннадий чуть тебя сбил. И укол. Раз, два, три. Ну, действительно так можно еще точно уколоть, судя по всему. Даже вот я сейчас чувствую, что... Да. Замечательно. И вот этот мне очень нравится, этот укол, честно говоря. Да, он всем нравится. Проще только колоть с одной руки. То есть бросили и укололи. Но, как писали про укол с одной руки – это укол последнего шанса. Если у тебя получилось, ты молодец. Если у тебя не получилось, то ты умер. Ну, да, соглашусь. Так, хорошо. Что дальше, сенсей, да? Да-да, то есть даже... Или все крутится вокруг вот... Крутится все вокруг лайн-ножа. Соответственно, после того, как мы его освоили, после того, как мы его несколько поделали, делается оно в том числе, если ты отойдешь в сторону, чтобы камеру не пугать наших зрителей, в том числе они на больших скоростях. Не слетел. Вот, когда мы его освоили, мы можем уже полноправно переключаться на парные упражнения. Как бы можно делать это но так будет продуктивнее просто. Делимся на 2 номера. Вам маски не нужны? Пока нет, в данном случае. Можно разноименный, можно одноименный, не суть. Товарищ делает укол мне в ногу первым, возвращает обратно, укол мне в корпус, в голову. 2. И повторяет до очереди. Он учится быстро, последовательно колоть, то есть нарабатывает швейную машинку, так называемую современную. Я нарабатываю вот эту защиту. Исторически в армейских наставлениях были описаны, в энциклопедиях оружия, как там писали, в Шоу Белуфта, в частности, было описано копье с деревянным шаром, обмотанным тканем для обучения солдат. Вот. И, соответственно, попробуй. Сначала попробуй первым номером, потому что колоть немножко проще, и ты лучше это понял. Так, колоть в ногу. Колоть в ногу, колоть в корпус. И это, соответственно, первые 2 защиты, которые можно изучить. Они характеризуются тем, что я сбиваю вовнутрь. Где у меня живот, там у меня находится моя внутренняя часть. Где у меня спина, это моя наружу. Это уже 3. Соответственно, лань на джа мы можем разбить еще на лань. Я понял. И 2. То есть на укол в ногу мы сбиваем уже наружу. То есть буквально в этих 2 движениях у нас уже содержатся вот эти 4 защиты. Да, точно, все верно. Еще раз, значит, колю в ногу, ты в одну сторону водишь. Да. Это упражнение. Соответственно, можем его чередовать. Раз, просто колешь там. Отсюда. Вот прямо из этого положения. Подними заднюю руку. Вот, и оставь, нет, далеко увел. Ты увел передней рукой, уводим только задней. В основном работаем задней рукой. Задняя рука у нас управляет копьем, передняя направляет копье. Хорошо. То есть вот эта история, когда мы сбиваем передней, она присутствует. Но она присутствует не в этих упражнениях, потому что задней научиться проще. Это нужно определенным образом мозги сломать. А вот эту историю в процессе поединков мы уже включаем сами бессознательно. Особенно после тренировок. Пум. И сбился. Пум. Так, я понял, я обратно. Бывает. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2. И поздравляю, ты сегодня изучил 2 позиции копья. Средняя позиция и нижняя. Нижняя такая или такая? Такая. Да, либо вот такая. там зависит от положения задней руки. Вот действие из нее как раз-таки на. По факту, европейским языком говоря, это вызов, провокация. То есть я показываю, вот, я открыт, бей меня в голову. Бам! И уколол. Так, еще раз, ты, значит, сейчас немножко на шаг назад возвращаемся. То есть ты хочешь сказать, что вот это движение вокруг левой руки, оно более... Задней рукой? Задней рукой, оно менее нативное, и поэтому... Да, на него поэтому нужно делать потратить акцент время. на нем. А вот эти вот все отбивы, это вполне себе естественное для человека. Да. Хорошо. Есть поговорка в китайских боевых искусствах. Бей, словно идешь, смотри на противника, как на сорную траву.
вольный перевод на русский, не осуждайте. Она означает, что один из ее смыслов основных заключается в том, что мы не думаем, когда уже вступаем в поединок. Все, что мы думали и натренировали, остается на тренировке, на том, что мы нарабатывали. Да, Когда мы уже в бою, мы не думаем, сейчас я сделаю вот эту технику, сейчас я там сделаю на укол, он отобьет, я убегу, уколю. Вот эта вот вся история мыслительно-рациональная, она должна отключиться и включиться уже в работу твоего тела. Потому что тело думает быстрее, особенно когда мы в него путем сейчас мы там относительно немного, а когда мы часами делаем ножа, оно у нас выходит. Вот. И это максимально быстрая возможная реакция, которую может человеческое тело обеспечить. Да, есть такая поговорка, что в критической ситуации вы падаете с высоты своих ожиданий на уровень своей подготовки. Вот. И, соответственно, развитие этого упражнения. Сбил, 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 сбил. И развитие этого упражнения, оно достаточно интересно. Становись в среднюю позицию, укол в меня, в корпус, возвращаешь, отбил. Ага, я понял. Укол, Укол. отбил. Возвращаться можно в нижнюю позицию после укола. Естественно, отсюда. Парад репост, то, что называется. Вот, пум, пум. Так, еще раз, как я именно отбиваю? Как в данном случае вот так. Но сейчас пока нет задачи такой, что как понял, так отбивай. Хорошо. Нет задачи, чтобы ты прям идеально сделал. Это был бы самонадеянно с моей стороны. Ага. Вот, хорошо. И, соответственно, здесь мы можем уже, после того, как мы конкретно вот это наработали, там, в нижнюю стойку у нас идет, там, когда в ногу, по очереди. Ты кали в ногу, пум, я колю в ногу. Понял. То есть все то же самое мы разбиваем на парные упражнения. Ага. И когда мы освоили это в достаточной степени, мы уже начинаем колоть на разные уровни, применять разные защиты. То есть на реакцию. Кто первый выбыл, тот проиграл. То есть у вас, получается, парное упражнение, у вас в арсенале 2 укола, 2 защиты. А дальше уже нужно постараться угадать. 4. Вот. Но помимо, собственно, непосредственно боевой тренировки, существует раздел вспомогательных тренировок. То есть тренировки, которые там не призваны улучшить наши боевые качества напрямую, а улучшить те качества, которые сопутствуют им. И один из моих любимых — это упражнение на стоячей свае с копьем, да, на столбе. Можно выбрать любое дерево, можно побудешь моим деревом, хорошо? Окей. Просто встань и упри копье в ногу и в руку. Лучше боком, чтобы копье к зрителям направь. Да, с этой стороны. Так. Вот так вот. Можешь ко мне лицом развернуться. Так будет проще. Вот. Оно направлено как раз на развитие того самого, о том, что говорю. То, что мы через живот опираемся в руку, рука опирается в копье. Мы уперлись и сдвигаем. Раз, два, три. Вот. Соответственно, можно это делать в эту сторону, можно это делать в нижней позиции. Пум, пум, пум. И может делать это не просто на сдавливание, но и на стягивание. То есть как раз там 3-й, 4-й, что мы учим. Это не цифры, а в смысле по порядку. Вот. Раз, два, три. Или раз, два, три. Обычно это делается на дереве. В идеале дерево более упругое, чтобы оно отдавало. Это очень древняя методика. Она присутствует повсеместно во многих видах борьбы. В частности, в разных стилях, направлениях ушу работа со столбом занимает особое место. То есть это как набивка, так и выработка определенных усилий внутри тела, с помощью которых ты работаешь. Я примерно понимаю, о чем ты говоришь. То есть пытаться порвать то, что нельзя порвать, сдвинуть то, что нельзя сдвинуть. В современной спортивной методологии это называется изометрическая тренировка. Попробуй среднюю позицию, руку чуть повыше, переднюю чуть подальше.
И упирайся, сдавливай, стагивай. Да. Если я сейчас уберу, то ты завалишься немножко, то есть больше укорениться в ноги. Да. И, соответственно, можно давать одно длинное усилие или серию коротких. Я понял. То есть либо продолжительно, да, Да. либо... Да. Ну вот я понял, о чем ты говоришь. Я не давлю на тебя, а за счет занижения как бы подкручиваю тело. Ну, можно даже не занижаться, потому что это считается моветоном, менять вот, вертикаль. Ну, я думаю, что, может быть, на первых порах мне это Без нужно, проблем. а потом, может, и без этого Да. обойтись. Главное, на что мы должны делать акцент, ну, не буду углубляться там дополнительные наработки, потому что они в это включают в себя. Это на то, как работает у нас живот-поясница. Есть термин шэньфа, работа тела. То есть то, как у нас тело включается в генерацию усилия, то, как мы бьем, как мы рубим и так далее. То есть на опускании, на подъеме, на скручивании. Там целая система, вот, и в разных системах и так далее. Сейчас у меня должен быть подкручен, Да, таз под себя, подкручен живот таз, к себе. живот в себя. И Это самый базовый навык, который можно наоборот, начать. не прямо поясница, Да, не прогибаться, не уточкой. а собрать ее. Окей. Да? Попробуй чуть-чуть. Вот. Да? Ну, чуть-чуть прижми за древко к телу, и тогда тебе будет проще в него передавать. Вот. Ты больше усилия вот здесь создашь. Вот. Потому что у тебя задняя рука выключится из этого процесса, и ты включится больше поясница ноги. Да, хорошо. Вот. Давай мы немножко Геннадий, вот. Давай немножко парад-репост покажем, вот это, что Да, я показывал, покажите. но на более приближенных скоростях. На уровне, да. Покажи. Эй, давай еще раз. Проиграл. Ага. Вот. И, возможно, ты обратил внимание, и здесь мы затронем то, чем лань на самом деле отличается от на. Возьми Лань копье. это вот вниз, на это... Это вот в первом приближении. Ага. Но тут должно открыться открытие. Лань — это преграждать, на — это прилипать. Соответственно, все вот истории, когда я отбил и сопроводил особенно, это будет лань. Неважно, вверх, вниз, там. Еще раз. Лань это преграждать. Да, то есть мы преградили, укололи. На — это уже немножко более сложная вещь. Поставь перед собой, можешь даже колоть как-нибудь. Пум. Я должен сбить и прилипнуть к копью. Так, немножко. Если мы выразимся тем языком, который меня учили, я должен на месте твоей структуры тела и копья создать свою структуру. Да, заполнить место, вытеснить меня. Вытеснить, да. И тогда у нас копье остается на линии. На линии укола. Особенно вот это вот, как раз таки почему вот это называется на, потому что он прием наиболее выражен. Так-то мы можем это оформить, и, например, если ты в ногу там меня колешь, то есть туда, или если там более сложно, там закручивание, вот отсюда, если в корпус, ну и так далее. Защита в любом случае активная, не пассивная. То есть ты не подставляешь, ты либо сбиваешь, либо захватываешь. Да. А у тебя по-любому нечего подставлять, у тебя вот длинная палка, и что ты подставишь? Ну, если тебя будут рубить, то ты можешь, конечно, подставить, но единственное, что на твою подстановку сделать, это просто укол в живот. То есть пропусти и уколи. И все. То есть есть такие вещи, там, особенно с алебардой, с гуаньдао, с яньюэйдао и так далее. Но эти вещи не стоятся на месте. То есть они всегда должны заходить в ту дистанцию, когда ты заходишь. И в том числе в китайской копье считается, что если ты не умеешь работать хвостом копья, то есть обратной его стороной, и этот раздел мы не будем сегодня затрагивать, потому что это еще одна запара. Ну, кстати, вот ВСБ очень любят вот обратным концом работать. Да, и я бы выступил как-нибудь в доспехах, если как только обзаведусь. Слушай, ну вообще ты человек примерно моих габаритов. В моем доспехе уже кого только не было, так что можешь как-нибудь попробовать. Защита, то есть мы убежаем, либо лучшая защита — это свалить. Лучше бой, которого не было. Да. В том числе один из приемов, который там описан в трактате, если у нас промах там в уколе отбил, я ухожу, прям буквально всем телом на заднюю ногу. И вот
ну, то, что называется в современном фехтовании, по-моему, вольт, уклон. Ну, Я делаю уклон, скрестный шаг, и, ну, соответственно, что ты видишь? Где думаешь, когда видишь спину мою? да, я тебя Догнать. И на этом это... Хитро, хитро. Очень большая вероятность при жесткой постановке соскальзывания по рукам. Да. Да, Вот. это происходит у волейбордистов регулярно. Да, вообще. это именно из-за жесткой постановки. Когда у нас идет именно вот, допустим, спина идет, я видишь, получается, давай, я накрываю, Я даже и тут специально не могу. еще есть момент такой, что у меня идет отскок, видишь, у меня нету контакта с этим. И плюс, это, правда, не моя любимая сторона, Володя все время на другую сторону делает. Да без разницы. Ну давай, вот. И когда мы еще используем, у нас сразу идет отскоком, мы заходим на укол. Это, кстати, интересное наблюдение. Такой батманообразный переход. Я про это тоже никогда не думал, но вот у нас в России, во-первых, лучшая в мире школа алибарда, и в этой школе алибарды есть две школы, московская и питерская. И вот как раз москвичи, они очень много работают вот таким образом. То есть в Питере это в основном широкая защита, потом ответ такая, а москвичи, а вот они работают этими сбивами. Я вот только сейчас это осознал. То есть даже когда идет обучение, то есть тот же самый Дмитрий Кунченко, он говорит, что когда в тебя летит алибарда, ты не жесткую поставишь, ты ее сбиваешь, потом сам бьешь. Ну ладно, по-честному, в условиях массового строя ты сбиваешь, а его бьет кто-то другой, да, потому что эту палку еще потом тяжело поднимать, плюс у нас нет уколов. Да? А это, собственно, одно из тех причин, почему именно вот такой акцент. Потому что ты сбил, второй уколол. Это строевая работа. Но вот никто про это не говорит, но, возможно, не знаю, может, парни говорят на этих тренировках алибардистов, которые они посещают, но как бы я про это никогда не слышал на семинарах, что через вот такой отбив ты еще защищаешь даже дополнительно руки. Да. Потому Нет что соскальзывания. да, при жестком блоке нет, то повезло, ты принял сюда, не повезло, в руку ушел удар. Уехала, да. Плюс дополнительно усиленное такое батманообразное действие, оно позволяет отскоком еще, как знаешь, камушки по воде, когда идут, прыгают, так и здесь ты перескочил и сразу... Короче, Дмитрий Кунченко, ты что, ходил на уроки по ушу? Меня, кстати, иногда забавляет, я когда общаюсь с товарищами с европейского фехтования, там, особенно с не знаю, с какими-то условными ролевиками или реконструкторами, и мне забавно видеть знакомые для себя вещи. И я не говорю, что кто-то у кого-то что-то позаимствовал, ну просто они объективно существуют и так. И кто-то, рано или поздно, закон больших чисел до этого додумается. Вот. А раз додумались отдельно, то это немножко говорит в пользу правильности методики. Блин, укол классный, мне так нравится. Да. Хочешь, покажу тебе секретный прием? Мы тут ради этого собираемся. Есть уникальное понятие для восточных боевых искусств. Это метод наработки, метод кодификации термины, техники через формальные комплексы таолу, ката, пумсен, как-то они там в Корее называются и так далее. Да. Вот, собственно, один из них, я фрагмент покажу. Вот эта штука, она действительно очень долгое время учитель относится к ней сейчас очень трепетно и запрещал кому-то показывать. Но поскольку какой-то кусок уже есть в сети интернет, я вот этот не больше, чем этот кусок выложу. Да? Давай. Ой. Вышел, выход. Скрестный, опустил, укол. Ну и дальше. Итак, раз, два, три, четыре. То есть, если мы начинаем разбирать базово, становись эту технику, то первое движение можно как разобрать вкручивающий блок, рубящий удар. Или же, как я люблю, рубящий по древку сверху вниз, укол вперед. Вот. Это как бы такие базовые вещи. И их, в принципе, можно объединить в одну связку. То есть, если он такой паттерн ведения поединка, конкретный, то есть домашняя заготовка, что называется. Если он стоит там в защите, направил на тебя копье, вот все ждет, пока ты к нему подойдешь, подойти к нему можно через раз, два. Раз, два, три. Убежал. Если там что-то не получилось, у меня всегда есть вот эта штука убежать. Да. Пум. И так далее. Нюанс, который добавляю лично я, это вот этот вход. Мы делаем не прямо, потому что у нас древки пересекаются зачастую. Я рекомендую его делать чуть в сторону, чтобы древки у нас были под углом. То есть, условно, я режу угол.
И важный нюанс при этом — это дистанция. Конкретно этот вход я должен делать на дистанции, когда ты меня не достаешь с ближней шага. Но я, возвращаясь обратно, достаю до твоего древка. Иначе, там, если ты рыпнешься, я там уйду, отобью, или там назад как-то отбегу. Да, а если ты действительно стоишь, попался на мою уловку, я сбиваю вниз. В идеале я должен сбить так, что, ну, стань там, реально ты меня уколоть хочешь. Должен сбить так, что оно улетит вниз. Поскольку домашняя заготовка, она не может быть одноразовой и иметь там одно применение. Должна быть опция. Да. То помимо входа через рубящий, вход через подъем. Знакомая история. То есть мы вкручиваем поясницу, вкручиваем копье и перекручиваем переднюю руку. В идеале при этом закрыть вот этот сектор, перекрыть. То есть взять оппозицию. И отсюда уже нанести рубящий удар либо в тебя, либо в руку, либо куда достану. Если ты испугался, убежал, у меня всегда есть укол. Если ты там колешь в ответ, у меня там уже другая. Лань ножа, она априори должна у тебя вылезать всегда. Я понял. Через скрестный Да. шаг сюда. Вот здесь я тебя уже достану. Чуть-чуть близко. Ну, у меня вообще укол дальний достаточно. Так. Ага, хорошо. Это Вот. нехорошо. Не, хорошо то, что мы наткнулись на еще одну ошибку в исполнении этого приема. Фиоре де Либери назвал бы его мастерским, да? Это в том, что мы делаем шаг и шаг под одним углом, сразу начинаем резать. И мы сразу даем понять. То есть тебе ничего не мешает просто довернуть за мной. И ничего это не будет работать. Согласен. Соответственно, вот это положение должно быть прямо, то есть ты не должен чувствовать, куда я скачу. И опускание моего копья, пи, оно должно быть в постановке моей ноги. То есть, когда я ставлю ногу, я уже сбил твое копье вниз. Попробуй. То есть я иду сюда и... Да, и укол в меня. Да. И что делает технику это более, действительно рабочий, это после того, что мы сбили, мы сразу укололи. И это отдельно. Пи-жа, пи-жа, пи-жа. То есть лань на жа и пи-жа. Вот. Но сложность пи, она достаточно сложная, потому что если мы на камере сбоку должно быть видно, это жесткая древка, толстая. Наконечник, он гнется, он будет гнуться. Но обратите внимание, когда я делаю пи, древко должно играть. Покажу. Да. Это значит, хорошо видно на всяких соревнованиях по ушу. Вот, древко. Вот если ты так сделаешь, просто руками, он у тебя так, скорее всего, играть не будет. Это особенно с гибким легким древком, понятно, оно гнется само. Жесткая древко должно гнуться за счет того, что ты загоняешь в него усилия. То есть, если физика, то скорость твоей руки должна быть выше, чем модуль упругости древка. То есть ты его на скорости, он у тебя согнулось и пошел в обратную сторону, если в замедленной камере. Понимаю. А если субъективным языком, через ощущение, то у тебя как бы не должно остаться здесь силы. То есть сила должна чувствовать вот здесь, в древке. То есть как это чувствуется? Под шаг, можешь даже отшагнуть назад. Да? Скрестный, поднял и сбил. Попробуй. Попробуй вспомнить, да? Скрестный. Теперь сюда. Долго стоишь, да? Да. Только... Давай, можешь в другую сторону шагнуть. Нет, сюда отсюда будет Ты шагаешь внутрь, но наружу отсюда будет шагнуть удобнее. Когда у тебя задняя нога впереди. Вот, скрестный шаг такой. Да. И сразу укол. Единственное, что делает эту технику, просто если мы сразу после нее делаем укол, не зависаем. Копье не любит тех, кто стоит на месте или кто остановил копье. Остановился — умер. Что в строю, что в дуэли. Все. Все, что я понимаю сейчас, это вся копейная работа, это через батманы, через захваты. У нас нет развитой защиты гарды, да. И зачастую нет развитой защиты себя. Так точно. Поэтому это остается два варианта. Это либо уйти в уклон, то
То есть либо уклон назад, самая рабочая тема, или та тема, то есть, ну, кали меня в корпус в голову, которая иногда получается, это вот это. То есть там, пум. Но это тоже она нестабильная, но иногда срабатывает, когда не ожидает. Или, собственно, сбив. Все. Жесткой подстановки нет, потому что как только ты заходишь в соединение, работа с соединением — это история вообще отдельная. Тут ты можешь быть лучшим фехтовальщиком, но если он чуть-чуть лучше понимает, где там пустое полное, там слабое сильное европейским языком, то ты проиграл. Или в лучшем случае обоюдку сделал. По-моему, все это очень прикольно. Мы совместно с Геннадием Рязановым и другими нашими единомышленниками, которые не поместятся в одном кадре и в одном видео, Практически со всего СНГ, так сказать. со всего СНГ, с Россия, Белоруссия, там, Центральная Россия, Дальний Восток, организовываем движение исторических азиатских боевых искусств, по-английски. HAMA. Historical Asian Martial Arts. Именно так. И, соответственно, у нас есть группа ВКонтакте, надеемся, товарищ Максим, надеемся, товарищ Максим выложит ссылку на нашу группу, наши ресурсы ВК в описании к ролику. Вот, и вы можете подписаться, ознакомиться. Мы выкладываем много интересных материалов, как и с всех просторов интернета, так и непосредственно наших занятий. Да, там очень много информации по поводу того, как это выглядит у китайцев, у японцев. Есть очень много ссылок на исторические ресурсы, что-то с разбором трактатов, есть научные работы различных наших единомышленников и коллег. Сам с большим удовольствием Да, почитаю. там стараемся выкладывать побольше информации, чтобы народ как-то ознакомился с этой тематикой. В общем, ссылочка в описании. Понравилось то, что вы сегодня видели, проходите в описании и переходите по ссылочкам. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте лайк. Друзьям рассказывайте. Дадзихау, да? Как там? За день, ну раз За в день. финале же, Да? за день. За день. Слушай, ну я много сегодня узнал, ты мне открыл глаза, потому что у меня было представление, что копьем в принципе нельзя фехтовать. Что, ну, такая строевая работа, там, кали, надейся, что в тебя не попадут. Куда-то там, знаешь, в строй чужой. А ты показал мне, что, ну, прям круто, можно фехтовать, очень здорово. И бой у вас получился очень такой яркий, наглядный. Мне понравилось. Было одно удовольствие приехать вам в славный город Санкт-Петербург, поскольку здесь вообще распространено мнение, что копьем фехтовать невозможно. То есть это не только моя мысль, да? А прямая цитата, что им только с одной руки тыкать. Единственное, Привет. единственное, как будто бы подвис вопрос в воздухе, то, что вы показываете, классно, как вы с другом поработали в роллинговой манере, но тоже понятно, что эти штуки работают. Но вот был бы у нас какой-нибудь человек, который, ну, скажем, опытен в европейской алибарде, ну, скажем, хотя бы там, вот как ИСБшник, и пофехтовал бы с тобой,